5 самых опасных и крупных животных Австралии. Всем привет! Мы рады приветствовать вас на канале «Эпоха динозавров». И продолжаем рассказ о самых крупных, опасных и необычных животных всех континентов. Сегодня на очереди далекая, удивительная и не похожая ни на что вечно зеленая Австралия. Она уникальна не только тем, что является единственной на планете материком-государством, но и огромным количеством растений и животных-эндемиков. Так называют представителей флоры и фауны, которые обитают только на одной территории и больше нигде в мире. Причем только здесь, на территории Австралии, есть живые организмы, которые словно замерли во времени. То есть сегодня мы видим их почти такими же, какими они были и десятки миллионов лет назад. Их эволюция завершилась, а жизнь продолжается. Но не думайте, что вас ждет рассказ о милых кенгуру, забавных утконосах, уморительных коалах и прочих зверушках, хорошо известных каждому школьнику. Поверьте, на территории Австралии и в ее прибрежных водах есть куда более интересные и во много раз более опасные обитатели, чем вечно сонные мишки. Однако и белой акулы или акулы-убийцы, которая стала прообразом для легендарного фильма «Челюсти», вы также здесь не найдете. Причина проста. Она обитает во всем мировом океане, поэтому назвать ее австралийским животным будет нечестно. Но можете не сомневаться в одном – будет интересно. Кстати, если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно сделайте это, чтобы быть в курсе новых увлекательных экскурсов в прошлое и настоящее планеты Земля. А также не забывайте ставить лайки, чтобы помогать нашему проекту развиваться и дальше. Итак, вперед в удивительный животный мир Австралии! Открывает список самых крупных и опасных животных этой части света морская оса. Общего с привычной для нас осой у этой огромной медузы только одно – способность жалить. Но обычный осиный укус не является для человека смертельным и даже редко заставляет человека обращаться за помощью к доктору. А вот после поцелуя австралийской морской осы доктора могут уже и не понадобиться. Она несет в себе столько яда, что его хватит для уничтожения 60 человек всего за несколько минут. Стрекательные клетки на щупальцах морской осы несут и накапливают один из самых сильных ядов, существующих на Земле. Поэтому многие ученые склонны называть именно кубомедузу Chironex fleckeri не только опаснейшей из медуз, но и самым опасным животным в мире вообще. Древнейшими предками морской осы были одни из старейших обитателей планеты – книдарии. Достоверно известно, что они существовали уже в конце протерозоя. Самые старые из найденных в новейшее время окаменелостей медуз датируются почти 600 миллионами лет. Для сравнения, такие древнейшие формы жизни, как кораллы, моложе древних медуз на целых 100 миллионов лет. А до возникновения динозавров, которых в то время эволюция даже не планировала создавать, и вовсе придется подождать еще 300-400 миллионов лет. Современная морская оса – это огромный сгусток соединительной ткани – мезоглея, с куполом до 30 сантиметров в диаметре. А щупальца этой скользкой водянистой убийцы во время охоты могут растягиваться в длину до 3 метров. Основной пищей для медузы являются креветки и мелкая морская рыба. Но, увы, зафиксировано также и множество случаев гибели людей от ядовитых ожогов морской осы. За последний век жертвами этого беспозвоночного существа в водах северного побережья Австралии стали около 100 человек.
и современная наука до сих пор не изобрела противоядия для этого убийственного яда. Поэтому опасность быть укушенным остается у каждого, кто пожелает искупаться в водах Северной Австралии на протяжении летнего сезона, который длится здесь с ноября по апрель. Именно в это время кубомедузы обитают здесь в большом изобилии, проникая иногда даже сквозь защитные сетки. Так что плавать в это время и в этом месте смертельно опасное развлечение. Еще один интересный факт про морскую осу. Несмотря на свой устрашающий боевой арсенал, она является не только охотником, но и объектом охоты. Сложно поверить, но на Земле есть животное, которому абсолютно наплевать на сильнейший яд гигантской медузы. И животное это морская черепаха. Она с большим аппетитом поедает любых ядовитых кубомедуз без малейшего риска для своей жизни и здоровья. Теперь давайте из прибрежного океана переберемся в самый центр жаркой Австралии. Здесь живет смертельно опасная змея, которая называется тайпан-маккойя. Именно место его обитания, безлюдные австралийские пустыни, в совокупности со скрытым образом жизни позволяют людям не гибнуть массово от укуса самой ядовитой рептилии нашей планеты. Если бы эта двухметровая змея предпочитала обитать ближе к человеку, например, как многие ядовитые пауки Австралии, статистика была бы намного печальнее. Ведь яда в этом аспиде хватит, чтобы одномоментно убить им 100 человек или 250 000 мышей. Только подумайте и представьте, сила действия яда у тайпана маккойя в 180 раз больше, чем у кобры. Кстати, в ходе исследования процесса эволюции змей было достоверно доказано, что именно Австралия является родоначальником всего семейства аспидовых, которые сейчас обитают во всех частях света, кроме Европы. Наш следующий герой настолько напугал первых европейских колонизаторов Австралии, что с той поры и до наших дней его зовут не иначе, как Тасманийский дьявол. Тасманийский, потому что к моменту появления европейцев в Австралии этот сумчатый хищник обитал уже только на острове Тасмания, который находится рядом с континентом. А дьяволом его прозвали из-за его дьявольски свирепого нрава, огромной острозубой пасти, черного окраса и нечеловеческих криков, которые издает этот зверь в ночные часы. Да и классическое название рода этого зверя — Саркофилус — звучит не менее устрашающе. В переводе с древнегреческого «саркофилус» — это «любитель плоти». Современные методы филогенетического анализа показывают близкое родство тасманийских дьяволов с крапчатой сумчатой куницей, которую называют кволлом. Также в родстве, но более далеком, эти хищники состоят и с полностью уничтоженным человеком австралийским сумчатым волком тилоцином. Жертвой человеческой цивилизации, причем около 3000 лет назад, едва не стал и сам тасманийский дьявол. Активная охота аборигенов привела к уничтожению первобытной мегафауны в Австралии, в результате чего дьяволам просто нечего стало есть. Сегодня они обитают лишь на Тасмании и еще на одном ограниченном участке земли в самой Австралии, куда были повторно завезены с острова для размножения и создания устойчивой популяции. Благодаря действиям ученых, экологов и энтузиастов есть шансы, что зверек сможет вновь укорениться на исконно родных для себя местах. Тасманийские дьяволы произошли от доисторических сумчатых волков, которые жили в Австралии около 40 миллионов лет назад. Сумчатые волки были крупными хищниками, которые охотились на других животных.
Они были очень успешными охотниками высшего уровня и распространились по всей Австралии. Но около 10 миллионов лет назад климат Австралии стал еще более сухим и жарким. Это привело к тому, что многие виды животных, включая сумчатых волков, начали вымирать. Однако некоторые из них смогли адаптироваться к новым условиям и продолжили жить. Как раз тасманийские дьяволы и являются потомками этих выживших и подстроившихся под новый климат волков. Они стали меньше размером и изменили свой образ жизни. Вместо того, чтобы охотиться на крупных животных, тасманийский дьявол начал питаться мелкими животными и перестал брезговать падалью. Несмотря на сравнительно небольшой размер, среди всех живущих ныне сумчатых хищников тасманийский дьявол – самый большой представитель. Взрослый самец весит порядка 12 килограммов, имеет неуклюжее тело до 40 сантиметров в холке и по виду чем-то напоминает миниатюрного медведя. Эволюция дала ему более длинные лапы, чем у других сумчатых, и наделила их большей силой. Чтобы выживать в голод или при болезни, когда животное не может охотиться, хвост тасманийского дьявола накапливает в себе значительное количество жира. При необходимости он расходуется, обеспечивая организм зверя питанием. При этом хвост сильно утоньшается. Челюсти тасманийского дьявола полностью соответствуют его названию. Они имеют невероятную мощь. По соотношению силы укуса к массе тела это животное является самым сильным среди всех млекопитающих, оставляя далеко позади и гиен, и бультерьеров. Во время охоты дьявол запросто перекусывает одним движением не только хребет, но и череп своей жертвы. Для этого в мощнейшей пасти имеются очень острые и массивные зубы. Еще один интересный, по-своему уникальный и самый молодой на континенте хищник Австралии – динго, полусобака, полуволк. Он хоть и не опасен для человека, но заслуживает нашего с вами внимания. Уникальность его в том, что ученым сообществом это животное признано не диким, а повторно одичавшим. То есть эти собаки, изначально домашние, в силу различных обстоятельств опять стали жить на воле. Известно, что сначала это была достаточно небольшая группа, которая нашла для себя едва ли не идеальные условия жизни. В Австралии на динго не охотится ни один зверь. Значит, истребление другими представителями фауны им не грозит. А самим собакам пищи в виде мелких животных более чем достаточно. Особенно помогает им умение охотиться сообща, стаями. Это позволяет побеждать даже более крупных сумчатых представителей австралийской фауны. Но как же попала эта домашняя собака на далекий континент? Завезли европейские колонизаторы, скажете вы. Какое-то время именно это предположение и вправду считалось наиболее вероятным, но нет. Самым древним останком собаки динго, найденным в Австралии, около 3500 лет. А первое европейское поселение на материке, Порт Джексон, было основано только в конце XVIII века. Объединив все доступные сегодня методы генетических и археологических исследований, удалось предположить, что первые собаки динго могли появиться в Австралии около 10 тысяч лет назад. И завезли их на вечно зеленый континент представители древней азиатской культуры Тоала. Эта древняя цивилизация жила за счет охоты и собирательства на большом острове Сулавеси. Сегодня он входит в состав Индонезии. Преодолев более 1000 километров вместе со своими хозяевами по водам океана до берегов Австралии, туалийские динго были либо брошены таалийцами на произвол судьбы, либо сами предпочли отправиться на вольные хлеба.
И они не только выжили, но и отлично прижились, пережив почти всех своих азиатских предков. Сегодня динго обитает почти исключительно на территории австралийского континента. Если же просматривать ход эволюции в более длительный период времени, то динго, как все собаки, берет свое начало от волков, образуя с ними один род в семействе псовых хищных животных. А первые хищные начали разделяться на псообразных и кошкообразных около 50 миллионов лет назад. Спустя еще 10 миллионов лет на Земле уже точно существовал общий предок всех волков, лисиц, собак и других представителей псовых. Он называется прогесперацион. А спустя еще несколько миллионов лет эволюция создала древнейших волков, которые видоизменились, но дошли до наших дней. В отличие от вымерших псовых гесперационов и борофагов, которых нет уже очень давно. И, наконец, возглавляет нашу большую пятерку самое большое пресмыкающееся нашей планеты – гребнистый крокодил. Он настолько страшен и опасен, что во всем мире принято называть его не иначе, как крокодил-людоед. Эта огромная, жуткая и безжалостная рептилия вырастает до 7 метров в длину и может весить более 2 тонн. Это не только самый большой крокодил, но и крупнейший наземный и прибрежный хищник из всех ныне существующих. Ареал проживания этих монстров распространяется и за пределы Австралии. Он пролегает на огромных территориях от северного австралийского побережья через островные страны Юго-Восточной Азии и вплоть до восточного побережья Индии. Гребнистый крокодил является высшим хищником и не имеет естественных врагов в ареале своего обитания. Более того, науке известны случаи нападения этих крокодилов на других крупных животных, больших кошек и даже акул. Но атаки на крокодилов со стороны других хищников никогда не наблюдались. Разумеется, если не брать в расчет людей. Филогенетика прослеживает эволюцию гребнистого крокодила вплоть до мелового периода. Прямым предком для всех современных и многих вымерших крокодилов являются эузухии, жившие около 100 миллионов лет назад. Они же, в свою очередь, произошли от еще более древнего и примитивного вида животных – крокодиломорфов, в большом количестве обитавших на Земле более 200 миллионов лет назад, в юрском периоде. По сравнению со своими пращурами, их потомок совсем юнец. Гребнистому крокодилу всего лишь 3,5 миллиона лет от роду. И в завершении еще несколько интересных фактов про животный мир Австралии. Хотя здесь на самом деле в огромном количестве водятся опасные хищники, смертоносные рептилии и ядовитые пауки, отнюдь не они являются главными причинами гибели людей. Австралийские ученые проанализировали огромные массивы статистики за 10 лет и пришли к заключению: самое опасное животное в Австралии – это лошадь. Именно с ее участием происходит наибольшее количество летальных исходов. Конечно, сама по себе лошадь не охотится на людей и не уничтожает их. Люди разбиваются, падая с несущихся галопом животных, падают им под копыта, сталкиваются с лошадьми на всех видах транспорта. За изученный период по вине лошадей в Австралии погибли 74 человека. Что не очень удивительно, если учесть, что на 25 миллионов жителей здесь приходится не менее 1 миллиона лошадей. На втором месте и с огромным отрывом 26 случаев идет акула. Но и она не является австралийским эндемиком, и лишь австралийские крокодилы, унесшие жизнь 19 человек за 10 лет, замыкают тройку этого печального списка. Так что на самом деле Австралия не так уж недоброжелательна, как может показаться.
Если вам понравился наш выпуск, не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. Каждое ваше действие помогает нам развиваться и привлекать все новую аудиторию. До новых встреч и новых историй на канале «Эпоха динозавров».